Добрый вечер. Это программа «Полный Альбац» портала The New Times. Я Евгения Альбац. И сегодня мы будем говорить о тяжелом и страшном. Сегодня, 7 октября, ровно год назад. Только тогда это была суббота и праздник Симхат-Тора. 3000 террористов, больше 3000 террористов легко сломали систему защиты границ на юге Израиля. А потом убили 1200 человек, из них 38 детей. А еще 257 человек угнали в туннеле Газа. И до сих пор, год спустя, 101 заложник, и мертвые, и живые, уже год находятся в туннеле Газа. Они убивали в Бейри, в Нахал-Оз, в Нир-Оз, в Рейм, это все кибуцы на юге Израиля. Они убивали на Нова Фестивал, это был рейв-фестиваль, куда накануне куча молодежи приехала, они приехали танцевать. Они убивали в кибуце Кфар-Аза, они убивали в Сдероте, в Афакиме, в Нериме, в Халид, Зиким, в Ашкелоне. 1200 человек. Варварски убитые. 1200 человек. Среди них многие изнасилованные, многие порезанные. У кого-то отрезана голова, у кого-то отрезаны груди. Это вы сейчас видите ролик, сделанный израильтянами. Вы видите тех, кто был уведен в заложники, в рабство, в Газу. Многие из них погибли, многие убиты. Кто-то, наверное, еще жив. Мы не знаем, сколько из этих 100 оставшихся живых. Говорят, наверное, половина. Вот эти лица, этих людей. Многих из них называли письменники. Они жили в кибуцах на границе с Газой, на юге Израиля, и они были сторонниками двух государств, мирного сосуществования палестинского государства, израильского государства. К ним регулярно приходили со всякими просьбами палестинцы из Газа, они их возили в больницы на юге Израиля, один из лучших онкологических центров мира. Например, до кибуца Бейри, я там была, меньше 4 километров до Газы. От Кфар-Аза, это тоже кибуц, я тоже там была, примерно 1,5 километра. И эти люди приходили, и жители этих кибуцев сажали в свои машины и везли лечить. Еще каждый раз к Новому году в том же самом кибуце Бейре мне рассказывал Иран, который остался жив, и которого я встретила в этом абсолютно теперь пустом кибуце. Он там приглядывает и все чистит. Так вот, каждый Новый год они собирали деньги. Собирали деньги, чтобы помочь людям в Газе. Израильская армия ушла из Газы в 2005 году. Я помню, я тогда была в Израиле, помню, это были слезы смотреть, как армия обороны Израиля на руках выносила евреев, которые не хотели покидать свои синагоги. Они оставили синагоги, увезли с собой книги, увезли с собой Тору. На следующий день, после того, как они ушли из Газы, все синагоги были взорваны. Эти люди, которых вы видите в этом ролике, они, как правило, жили вот в этих самых кибуцах. Абсолютное большинство из них. Семья Бибисов. В туннеле увели мать, отца и 2 детей. Кфир, маленький Кфир, их называют рыжики в Израиле. Маленький Кфир, он свой первый свой день рождения встретил где-то там, в туннеле. И ужасно хочется думать, что они живы. Хотя, конечно,
шансов, что они остались живы после этого года в туннеле, где толком нет ни еды, проблемы с водой, где темно, где нету воздуха, конечно, так, шансов, что они живы, очень мало. А даже тех, кого пытаются освободить, как было с 4 заложниками несколько недель назад, как только хамасовцы узнали, что армия обороны Израиля собирается забрать этих заложников, их убили. Вот один из них. Убили выстрелом в висок. Выстрелом в голову сзади. Такой расстрел. Убивали целыми семьями. Маму, папу. Я вам расскажу некоторые истории. Я честно вам скажу, я до сих пор от всего этого совершенно больная. Как, впрочем, и от того, что я вижу в Газе. И от того кошмара, который обрушился на Газу, на мирных жителей, которые стали заложниками, живым щитом для десятков тысяч террористов. Со времен Второй мировой войны столько не погибало евреев, как в этот день, 7 октября. Войны раньше были. Израиль воюет со дня своего существования, с 1948 года. Но никогда не было такое количество погибших, как в этот день, год назад, 7 октября. Среди угнанных в туннеле Газа были не только евреи, были друзы, были мусульмане, были рабочие из Таиланда, вот вы видите одного из них, их тоже убивали. Это вот тот самый рейв-фестиваль были кадры. А это рабочий, по-моему, из Непала, если мне память не изменяет. Вам, наверное, кажется, что мы слишком долго показываем вам этот ролик, но мне кажется, что это совершенно необходимо, потому что это невероятное варварство 21 века. И то, что сейчас происходит, то, что полыхает так, как полыхает Ближний Восток, и то, что большая война еще впереди, это все началось вот тогда, 7 октября. Но вот эти люди, которых вы видите, они ведь ни в чем не провинились перед хамасовцем. Их единственная вина была в том, что они иудеи, они евреи. Ровно так, как это было для нацистов во Вторую мировую войну, ровно так, как это было для погромщиков в Восточной Европе в начале века, ровно так, как это было в Российской империи, а потом в Советском Союзе. Я приехала в Израиль с некоторым опытом журналистским. Я писала с 2 войн в Чечне. Видела, как снаряд попал в очередь, где люди стояли за водой, и осколком отсекло ноги мальчику. Видела превращенный в город-призрак Грозный, после того, как Путин навел там конституционный порядок. Точь в точь.
как на тех фотографиях из Сталинграда, где моя мама стоит на обломке Мессершмитта. Видела, пришлось заглянуть вовнутрь кабины, кровавое месиво, в которое превратилась целая семья, пытавшаяся выехать из-под обстрелов из Грозного. В марте 2023 года я проехала по воюющей Украине от Хмельницкого на западе через Винницу, Умань и Киев в центре до Херсона, Николаева и Одессы на юге. Но ничего страшнее того, что я увидела и особенно услышала в Израиле, я не видела и не слышала раньше. Сейчас вы увидите ролик, это я снимала в кибуце Бейерли. Сейчас его наш режиссер Петр поставит, а я вам пока расскажу. Кибуц Бейри появился за 2 года до образования государства Израиль в 1946 году в северной западной части пустыни Негов. Вот вы его сейчас видите. Это я снимаю там, если мне память не изменяет, 30 декабря 2023 года. Люди в кибуце, это же пустыня. Они из нее сделали оазис. Там везде мандариновые деревья. Только собрать мандарины уже некому. Там убили больше 100 человек. Вот такое я видела в марте 2023 года в Украине. Пометки на домах – это пометки разных служб. И ЗАКи, которая собирает любые останки людей, потому что иудейский закон требует, чтобы было похоронено все, включая кровь, и поэтому собирает даже землю с остатками крови. И секретных служб, которые обследовали эти дома. И, конечно, Цахала, который проверял на наличие всяких сюрпризов, заложенных бомб. Вот тут жили люди. Это вот... нет, это не мамада. Просто комната. Мамада – это специально укрепленная комната, которая теперь по закону есть в каждом новом доме. Она специальным образом укреплена, у нее стальные щиты на окнах, она там забетонирована, железные двери. И многие там пытались скрыться от хамасовцев. Их огнем выжигали, откладывали покрышки, а люди задыхались. Были погромы. В штетелях Украины, и Белоруссии, и Молдовы. В конце XIX века, после чего Герцер призвал евреев выжить из Европы и искать свой дом в Палестине, здесь, на земле Хааретс. Я понимаю, что я сейчас хожу по чьей-то порушенной жизни. Если вы мне скажете, что точно так же
разрушается жизнь людей в Газе, мне от этого не легче. И люди, которые убиты здесь, и их близким, им тоже не легче. Это все абсолютный кошмар. Так вот, я вам начала рассказывать о кибуце Бейере, о том, что он был создан еще до образования государства Израиль в 1946 году. Создали его социалисты, которые верили, что надо вместе работать, ведь евреям в Европе запрещали иметь землю, они не имели права работать на земле, не имели права владеть землей, они могли построить, например, фарфоровый завод, а у них его в любой секунду могут забрать, как сейчас Путин забирает западные бизнесы, потому что земля им не принадлежала. И когда они приехали в Палестину, они были ужасно счастливы, что они могут работать на земле, хотя это люди были и профессора, и учителя, и раввины, и так далее. Тем не менее, они работали на земле, и работали все вместе. И полагали, что они сумеют создать такую жизнь, где от каждого по способностям и каждому по потребностям. И вот они превратили этим общим трудом вот эту часть пустыни Негев в оазис с мандариновыми рощами, виноградниками и несколькими весьма прибыльными производствами, включая типографии, где печатают пластиковые банковские карточки, водительские права и так далее для всего Израиля. Кибуц Бейери – богатый кибуц, именно потому, что они сумели создать производство, и, которые позволяли им финансировать сельское хозяйство, а самое дорогое в Израиле, как везде в этой части мира, это вода. До 7 октября здесь на площади в 3 с лишним километра в окружности 3,5 километра жило 250-260 семей. Жили вполне зажиточно в просторных двухэтажных домах с хорошей школой, детскими садиками, площадками, со столовой, бассейном, водопадиком и мини-зоопарком. Это специально для детей сделали такой мини-зоопарк. Хамасовцы заходили со стороны северных ворот и через проделанные дырки в сетчатом заборе. За забором мандариновые рощи, которые, кажется, тянутся почти до самой Газы. Те 2 часа, что я была в Бейере вместе с полковником Анной Уколовой, которая во время войны вновь надела форму и стала русским пресс-секретарем армии обороны Израиля. Так вот, в Газе все время что-то бухало, что-то подрагивал асфальт под ногами, и там поднимался в Газе белый дым. Потом я съезжу в часть, которая воевала в северной части Газы, и даже увижу, как солдаты Цахала идут от дома к дому. В западной части кибуца все дома сожжены. Между ними стоят мандариновые деревья и валяются перезрелые мандарины. На домах разные значки. Ромбики, тут был труп. Другой ромбик, тут заложник. Круг, еще один, это знаки разных служб, армейских, полицейских, медицинских. Внутри сожженных домов обгоревшие раковины, душевые, закопченные холодильники. Где-то стоит бутылка красного вина. Это же был шаббат, накануне 7 вечером был шаббат, все праздновали, как в пятницу и положено, и пили красное вино. И праздник, тем более Симхат Тора, вот и осталось. Где-то на раковине зубные щетки остались, в комнатах обуглившая мебель, детские игрушки, одежда. В Бейере убили 97 человек, почти каждого 10-го жителя. Я знаю, каждый из них, говорил мне Илья Таращинский, о котором я вам расскажу чуть позже. Он работал и жил в этом пару десятилетий в этом кибуце. Он рассказывал, что вместе с его детьми росли вот дети его друзей. У него сын погиб, а дочь угнали в туннель. Такую же картину я увидела и в кибуце Кфар-Аза.
Он совсем близко от Газы, 2-3 километра. В Кфар-Азе сожгли как минимум 3 линии домов, примыкавших к воротам на западной окраине кибуца, ближней к Газе. Здесь однокомнатные дома, там жили молодые ребята, бессемейные. Жили весело. На одном доме так и висит пластинка, винил. А теперь на этих домах портреты тех, кто убил или кого угнали в туннеле Газа. И кто по большей части тоже убит. В кибуце Кфар-Азе убили 52 человека. И больше 20 оказались в заложниках. Здесь Цахал ждали больше суток. 2 суток ушло на освобождение этого кибуца от террористов. И потом и в другом кибуце, и в том, и в другом кибуце людей совсем пусто. В Берии я встретила человек 10 волонтеров, в том числе молодого человека, который прилетел на помощь евреям из Южной Африки. Встретила и кибуцника по имени Иран, высокого, худого, темнокожего израильтянина, который долго смеялся, когда ему рассказывала, что в элитных американских университетах считают, что белые евреи угнетают коричневых людей Газы. В руках у Ирана была метла, за спиной с плеча свисал автомат. Я надеюсь, сейчас Петр покажет фотографию Ирана. Вот они мне тоже рассказывали, Илья и Иран, как они каждый год собирали на помощь людям в Газе деньги. Да, я вам говорила, что в Беэре жили те самые письменники, сторонники мира с палестинцами, сторонники 2 государств, явные противники нынешнего крайне правого правительства. Всегда они голосовали за левых. Когда я спросила Ирана, а сейчас как? Он сказал: я не хочу этих людей больше видеть. Ведь среди среди тех 3000, которые резали, убивали и грабили в кибуцах юга Израиля, были не только боевики Хамаса, были и обычные жители автономии. И они пришли грабить, убивать. И грабили, и насиловали, и убивали, сказал мне Иран. Параллельно той, где я только что шла. Тут тоже. Это я снимаю в кибуце Кфар-Аза. Заложники тут просто еще не повесили эти плакаты. Только у нас почему-то перевернутые видео. Петр, у нас видео надо развернуть как-то. Вы неправильно его показываете. Тут заложник. Его надо развернуть. Я не знаю, как. Пока Петр нормально ставит это видео, то, что я снимала в Кфар-Азе, я вам расскажу, что когда я ехала в Кфар-Азу, я договорилась там встретиться с раввином Гительманом, знаменитым человеком в Израиле, который, вот вы видите. В стиралке осталось белье. Или это сушилка? Видите, в стиральной машине белье. Вот там чайничек. Написано, что Зака проверила 14 числа. А тут люди когда входишь в дом в кибуце, там обычно сначала маленький рукомойник, а потом жить перестали. Потому что пришли туалет, маленькая кухонька. И забрали у них жизнь. Вот это, видимо,
Не жили эти мальчики в этом доме, не выросли в этом доме. Вот их календарь. Осталось утренние хлопья. Осталось что-то из еды. Тут, конечно, грабили нещадно. Это дикое ощущение, когда ты ходишь, все это видишь, и ты понимаешь, что ты ходишь по убитой жизни. Этих людей никого больше нет, убиты целые семьи. Как-то убираться, наводить порядок. Жители Кфераза где-то в районе тоже Элата и Красного моря. Из кибуца Бери людей переселили на Мертвое море, в гостиницу там поселили. Они не знают, когда они вернутся, потому что они же практически должны вернуться и жить на кладбище. А люди из кибуца Кфараза где-то в районе Элата. Вот это Кфараза. Так вот, я вам начала рассказывать, что когда я ехала в этот кибуц, я вообще везде обязательно арендую машину и езжу очень легко, беспроблемно. Потому что сейчас есть GPS, поэтому какая, собственно, разница? Так вот, но я по дурости не сообразила, что Фараза очень близко к Газе. Ну, что там, 1,5 километра от забора кибуца через поле до Газа. И поэтому я умудрилась проскочить больше 30 километров. А это маленькая страна, очень маленькая страна. И я проскочила, и вдруг я вижу перед собой, как вот в фильмах про войну судного дня, большие такие холмы песка, желтого песка, и стоят танки, и бабахает там со всей мощи. И вдруг я остановилась, ко мне бежит офицер, худой, такой белобрысый, ну, типичный израильтянин. И кричит мне сначала на иврите: вы куда, вы куда? Я говорю: я не говорю на иврите. Он переходит на английский, говорит: куда вы едете? Я говорю: я в Кфар-Азу. Он говорит: это не Кфар-Аза, это Газа. Здесь стреляют, вам сюда нельзя. И я поняла, что израильтяне глушат GPS, и потом я уже узнала, что ни Apple, ни карты Apple, ни карты Google не работают. Но, слава богу, работал Wise. И Равин Гительман, вот этот руководитель Заки, он мне прислал точку, и я по этой точке добралась все-таки до кибуца Кфараза. Вот так вот я умудрилась залететь в Газу. Я хотела поехать в Газу, честно вам скажу, но туда не пускают. Для этого вам надо получить... У меня была аккредитация, разрешение на работу в Израиле, но для этого требуется специальная амуниция, и главное, вы можете туда ехать только с армией обороны Израиля, а когда я там была, там шли бои, и, в общем, не разрешили мне туда поехать. Но я говорила, я вам потом об этом расскажу, я говорила с человеком, который сидел в Газе, жил в Газе, с палестинцем, и говорила и с палестинцем, который, значит, живет на западном берегу. Вот. Но сейчас я вам хочу сначала рассказать о человеке, о вот том самом Илье Тарущинском, у которого погиб сын, а в заложниках была дочь.
Еще я говорила с дантистом, который по зубам, его зовут Влад Двойрис, который по зубам определял имена убитых. Еще говорила с патологоанатомами, которые работали с сожженными телами взрослых и детей. Говорила с психиатрами, со специалистами по исламу, с военными, с чиновниками, с самыми разными людьми. Я пыталась понять природу этого варварства. Собираясь в командировку в Израиль, я готовилась писать об изнасиловании как инструменте войны. Но собрать фактуры из первых лиц мне не удалось, из первых рук мне не удалось. Жертвы категорически отказываются от контактов с журналистами, как и психиатры, которые работали с ними. А одной бывшей руководительнице Гугла удалось записать несколько женщин. К сожалению, и Нью-Йорк Таймс сделал на эту же тему расследование, хотя его много оспаривали, подвергали сомнению. Понимаете, Израиль глубоко патриархальная страна. Изнасилование при всем сочувствии окружающих – это черная метка. Полиция, так я понимаю, до сих пор ведет расследование, но по разным причинам, как я узнала, не был собран необходимый исследовательский материал, то, что называется rape kits. То есть специальные вот надо собрать остатки изнасилования, сбор ДНК, но, к сожалению, собрать это при осмотре погибших, даже когда факт изнасилования был очевиден, а на многих фотографиях мы видим изнасилованных женщин. А по словам раввина Гительмана, когда они заходили в кибуцы, они видели и особым образом лежащих мужчин. Потом, когда я говорила со специалистами в университетах по исламу и вообще по истории Ближнего Востока, мне объяснили, что это вообще традиция на Ближнем Востоке, вот в этой части мира, это как бы надругательство и над женщинами, и над мужчинами имеет особый смысл. Это как бы символ победы над всей нацией. Как сказал мне один психиатр, это ни одного мужчину или ни одну женщину или одну девушку насиловали. И для них это они насиловали всю еврейскую нацию. Они насиловали нацию своих врагов, этнических и религиозных. Так вот, почему не удалось собрать эти rape kits? Потому что с таким количеством трупов Израиль никогда раньше не сталкивался в один день. Просто никогда. Во время войны Судного дня, вот это в 1973 году, за все время она длилась 19 дней. Погибло около 3000 человек. А тут в первую неделю погибло, тут 1200 человек погибло за один день, говорил мне Владислав Двойрис. Я надеюсь, Владислав Двойрис, я надеюсь, мы покажем его фотографию. Двойрис вообще совершенно мирный человек. Как я уже говорила, он дантист, но как все люди в Израиле, он, конечно, служил срочную службу и остается резервистом, поэтому очень многие люди, которые давно уже не имели никакого отношения к армии обороны Израиля, тут же были призваны, и, конечно же, врачи и патологоанатомные, и дантисты требовались особенно остро. Он писал дневник, Двойрис писал дневник все эти дни, когда он проводил идентификацию трупов. Их буквально грузовиками свозили на военную базу Шура в центральном Израиле. И вот, как он мне говорил, чтобы не сойти с ума и чтобы не забыть, он 6 дней подряд он с утра до вечера
занимался идентификацией трупа, и чтобы дни не превратились в один огромный кусок смерти, это цитата из дневника, вот Дворис и вел дневник. Этот дневник, он писал на иврите, я его перевела, он начинается словами «Мы все боимся смерти». Так вот, я перевела его с иврита на русский и прочитала, и поняла, почему Дворис меня предупреждал, что для сохранения психического здоровья с такими текстами надо быть очень осторожной. Этот текст на неделе выбил меня из колеи. Столь зрителен, ужасен, непереносим был этот кошмар. А еще я говорила с патологоанатомом из Института судебной медицины. В этот институт свозили трупы, которые не удавалось никак идентифицировать, потому что они были сожжены. И он мне рассказал о том, что он работал с двумя трупами. Это был отец и сын. Они были связаны, привязаны друг к другу колючей проволокой. Ребенок и папа колючей проволокой. И их подожгли. И в гортанях, в том, что осталось от их сожженных гортаней, патологоанатом, по его словам, нашел вещества, которые показывали, что горели они еще живыми. А теперь я вам хочу рассказать историю Ильи Таращинского, с которым, спасибо полковнику Анне Укловой. Если она не полковник, а майор, то она будет полковником. Просто, простите, не помню, сколько у нее звезд на погонах. Вот она меня познакомила с Таращинским, и мы с ним встретились в Тель-Авиве, вот вы видите его на экране, в кафе. У него, как видите, у него такое точеное совершенно лицо. Успешный, нравящийся себе, это понятно, мужик, которого, очевидно, любили многие женщины. Совершенно библейское лицо. Седые усы, седая борода. Ему 47 лет. Он родом из Комсомольска-на-Амуре. Репатриировался в Израиль 27 лет назад. И вот мы встретились с ним, такое есть интеллигентское кафе в Рамат-Авиве, это университетский пригород Тель-Авива, там рядом находится большой Тель-Авивский университет. И, кстати, музей еврейского народа, потрясающий совершенно музей. Так вот, он сидел в углу, как вы видите, у чуть приоткрытого окна, куда он выдыхал дым и скидывал пепел от своих самокруток. Он крутил самокрутки с табаком и все время курил. И официантка время от времени подходила, качала головой, потому что курить в кафе, конечно же, было нельзя, но не слишком настаивала. Видимо, она понимала, что этот человек переживает чудовищную трагедию. На нем была черная рубашка, и в лице было что-то, я даже не знаю, как описать словами. Но было понятно, что он вот где-то на грани реальности и абсолютного сумасшествия. Или мне так казалось, потому что я знала, что 7 октября в Кубицу-Берии у него погиб 15-летний сын Леор, а 13-летнюю дочь Гали угнали в заложники. Его первую жену Ильи, Силию, убили. Она жила в этом же Кубицу-Берии. А вторая, Рюма, мама Леора и Гали, спаслась. Дом Ильи в кибуце, где в последний год он работал администратором бассейна, до этого занимался разными починками, и поэтому знал буквально каждого. А в кибуце жило, как я уже вам говорила, больше 250 семей. Как 30 лет его предыдущей жизни хамасовцы сожгли почти до основания.
И сам он сейчас живет внутри кошмара, который, как мне кажется, ни жить, ни пережить нельзя. Он мне рассказывал, это была его суббота, в том смысле, что дети в эти выходные были у него. Жена, с которой они фактически в разводе, я вам говорила, первая его жена тоже жила в этом кибуце, ее убили, а вторая выжила. Так вот, она жила в том же самом кибуце Бейри в доме матери. В 6:30 утра 7 октября его разбудила сирена оповещения. Начался ставший уже обыденным ракетный обстрел из газа, и, в общем, он особо не волновался, только сказал детям, которые спали на втором этаже дома, чтобы они спускались вниз в эту самую мамаду, в эту защищенную комнату, где железная дверь, укрепленные стены, и где специальный стальной щит на окне, на маленьком окне. А, до Газы от Бейра рукой подать, чуть больше 4 километров, поэтому для того, чтобы добраться в укрытие, у жителей Берия есть 30 секунд. Вот когда объявляется сирена, и что летят ракеты, они летели из Газа постоянно, у них есть 30 секунд, они это знают. И они уже научились, что за 30 секунд надо, значит, выполнить указания службы тыла и засесть в Мамаде. А Мамада – это комната как с 2,5 на 3,5 метра. Вот. Стены из железобетона. Так вот, они все втроем, Гали, Леор и Илья, они там и засели. Илья спустился, как он рассказывал, со второго этажа, где спал в одних трусах. И на всякий случай прихватил с собой утюг. Как он мне объяснил, никакого оружия у него в доме не было, а, а решил, что, ну, мало ли что, поэтому лучше, чтобы было что-нибудь тяжелое. А минут через 10 в чате кибуца появилось сообщение от тех, кто жил на окраине, о том, что белые машины, в них люди с оружием и с зелеными повязками, и звучит арабская речь. И в чате писали, надо продержаться полчаса, сейчас подойдет Сахал, армия обороны. Вокруг Бейри 5 военных баз. Сахал подошел через 8 часов. А потом в этом чате, а это был чат только для жителей кибуца. А потом в чате начали писать, к нам ломятся, помогите. Ну и потом хамасовцы пришли и к Илье. 5 или 6 человек. Замка на двери Мамады нет, она же прежде всего от ракет. Как он рассказывал, Илья уперся спиной в косяк, руки в замок на ручке двери. Так и держал, когда снаружи дергали дверь. Детям сказал залезть под кровать, которая стояла в Мамаде. Кстати, я забыл, Леор спал, видимо, в Мамаде. Слышал, как террористы шуруют где-то в подсобке, понял, что они принесли электропилу с диском для работы по железу. В просверленные дырки хамасовцы бросили несколько самодельных гранат. Леор простонал из-под матраса. Леор, сын. Папа, меня ранило. Когда Гали встала, ее пижама была в крови. Это была кровь Леора. Осколками ранен был и сам Илья. По животу текла кровь. Раздались автоматные очереди. Пули прошили дверь. Хамасовцы попытались снять дверь с петель. Ее заклинило. Потом снаружи что-то подожгли, и в Мамад пошел черный, едкий, удушающий дым. Видимо, жгли покрышки. Уже был полдень. Илья рассказывает. Я кидаю матрас на дверь, подушки, но толку мало. Поворачиваюсь и вижу, как Гали открывает окно. Туда тут же в окно автоматная очередь. Но уже все в дыму. Я слышу Леора. Папа, мне тяжело дышать. Он помог Гали выбраться и буквально выкинул ее через это маленькое окно Мамады. И начал звать Леора. А он не отвечает. И тогда он
выпрыгивает из комнаты сам. Увидел, что Гали лежит на земле, не двигается, решил, что она убита. Обошел дом, попытался зайти с задней стороны, и тут шквал огня. И тогда он побежал. Он мне сказал: я превратился в дикое животное. Я бросил своих детей, и я побежал. Сначала он спрятался между стенами какого-то склада, увидел, как хамасовцы затаскивали на второй этаж дома прямо напротив его укрытия артиллерийские орудия. Улучив момент, побежал дальше, спрятался в густой листве виноградника, зарылся в землю и затих. И тут я понял, что у меня детей больше нет, сказал Илья. В 2 часа дня он увидел танк и услышал речь на иврите. И понял, что спасен. Потом, когда Захал зачистил от террористов кибуц, он вышел через главные ворота, кто-то ему дал одежду, поскольку он по-прежнему был в одних трусах, какое-то одеяло. Потом их собрали в автобус и повезли в гостиницу на Мертвом море. Он думал, что он остался совершенно один, но ночью в его дверь в гостинице постучала жена, мать его детей. И он ей сказал, что у нас детей больше нет. И что много позже они узнали, что Гали увели в туннеле. Ее освободили, по-моему, через 8 недель. Какое-то было невероятное счастье, какая-то удача. Она потом рассказывала, что она жила в доме одного палестинца. Там была его жена и мать, и они очень сердились все время на нее. Ей приносили бутылки с холодной водой, чтобы она могла помыться. Но ее никто не трогал. Несколько раз повторял Илья. Я не понимаю, как это все он может пережить. Как может пережить мать его детей. Ну а теперь я вам хочу рассказать о своем разговоре с палестинцами. Потому что после того, как я побывала в кибуцим, я была в совершенно пустом Сдероте, я там была и раньше. Это городок на юге Израиля, и он совершенно пустой. И в разных других местах на юге Израиля меня совершенно мучил этот вопрос. Ну хорошо. Наверное, у палестинцев есть основания ненавидеть израильтян. Ну хорошо. Они рассматривают их врагов. То есть ничего хорошего, но они себя ощущают в состоянии войны. Я понимаю, что с 2005 года, когда Израиль, тогда премьер-министром был Ариэль Шарон, который принял решение, что армия уходит из Газы, и все, и там руководить Газой будет палестинская автономия, но на следующий год были выборы, и победил Хамас. После этого выборов никогда больше в Газе не было, естественно. Значит, своих политических соперников из руководства палестинской автономии хамасовцы сбрасывали с крыш домов. Это была их форма ведения политической борьбы.
Правда, надо отдать должное, что хамасовцы создали довольно хорошую систему медицинской помощи в Газе, где визит к врачу стоил, по-моему, что-то $1. Вот. Но очевидно, что там не было таких высококлассных специалистов в Израиле, поэтому, когда люди тяжело заболевали, особенно когда это была онкология, они, конечно же, ехали в Израиль. И на работу они ехали в Израиль. И вода, и свет тоже все, естественно, было из Израиля. Так вот, меня совершенно мучил вопрос, откуда такое варварство? Вот зачем надо было женщинам отрезать груди? Зачем надо было женщин насиловать, значит, инструментами машинными? Зачем надо лопатами отрубать мужчинам головы? Я понимаю, они насиловали мужчин, но они не только их насиловали. Откуда это? Зачем надо живыми сжигать детей? Ну, это же сопредел какой-то. Это же никакой ислам не разрешает и не поощряет. Вот когда я говорила с палестинцами, с палестинцем в Западном береге и потом с другим в Газе, я их обоих спрашивала, почему так варварски их сородичи обращались со своими врагами. Но даже пусть они не знали, что они резали, насиловали и убивали тех самых письменников, которые боролись за права палестинцев. Ну окей. Оба моих собеседника ответили, что это ложь, а я приводила примеры, я рассказывала им эту историю патологоанатома из Института судебной медицины и другие истории, о которых писать невозможно. Они сказали, что это ложь, что это выдумки евреев, еврейских СМИ. Тот, который был на западном берегу, предложил мне приехать. Встречу назначил у пещеры Давида. Я искала спутника, потому что я понимала, что одной ехать сейчас туда не здорово. Оказаться в качестве заложника в туннелях мне точно не хотелось. А с моим собеседником из Газы мы говорили по Зуму, естественно, без всякого видео, через переводчика. И я обещала ему, что я в точности приведу его ответ на мой вопрос. Я там не присутствовал, сказал он, и не буду отрицать, что там произошли жуткие вещи. Но я вас спрашиваю, в чем причина? Кто подстрекал и содействовал росту этого насилия? Разве не израильская оккупация? Почему всему, что говорят израильские СМИ, верят, а мы, жертвы, в конце концов оказываемся лжецами? Почему? Неужели они говорят только правду, а мы вечно лжем? Это невозможно. Я не буду защищать варварство, не буду защищать насилие. Но это ослабил, Израиль ослабил палестинскую национальную автономию. Кто убил мирный процесс? Кто убил надежду у палестинцев? Кто все эти годы блокирует сектор Газа? Еще он сказал, вы слушали жертв с израильской стороны, но я жертва. И это правда. И он жертва. Разве вы не хотите меня выслушать? Мой сын, ребенок, ему 14 лет, был тяжело раненый, оказался при смерти. Но он ни в чем не виноват. Я не боевик. И мой сын не боевик и не будет брать в руки оружие. Мой дом был полностью разрушен. Дом моей семьи был полностью разрушен. Я переезжаю с места на место. В чем моя вина? За что? Этот человек не мог назвать своего имени. Я его знаю, но называть, естественно, не буду. Я выложу это интервью слово в слово на сайте New Times, чтобы вы могли сами его прочитать. Я хотела это сделать, когда все заложники,
живые и мертвые, вернутся домой. Я думала, вот они вернутся, я это выложу. Я понимала, что этот человек рискует, разговаривая со мной, потому что если хамасовцы узнают, что он говорил с евреями, то тем более с журналистом, его убьют. Но прошел год, 101 человек, живые и мертвые, по-прежнему находятся в туннелях. И вряд ли они вернутся живыми. Но совершеннейшая безнадега накрыла меня, когда спустя 3 недели я вернулась из Израиля на благополучный кампус элитного университета США. И на вопрос коллег, ну как каникулы, а это были зимние каникулы в американских университетах, я ответила, была в Израиле. В ответ получила говорящее молчание. Как будто я произнесла что-то неприличное. Как было в СССР, где слово «еврей» старались не произносить. Говорили «лица еврейской национальности». Лица еврейской национальности. Вообще-то это религия, но не важно. В СССР это был дурной тон. Ну, почти как пукнуть в приличном собрании. Вот все тут же затихали или переводили разговор на другое, более приличное. Как могло случиться, что мир с такой скоростью забыл про 7 октября, про 1200 убитых, изнасилованных, искалеченных, сожженных заживо? Как могло случиться, что мир стал сострадать тысячам убитым палестинцам? Да, им надо сострадать, требуя остановки войны. Но этот мир смог забыть, что глубоко под землей, прикрываемые вот этими самыми мирными палестинцами в туннелях, без света, без огня и коммуникаций, сидят те самые заложники, рыжики, мальчик, 2 мальчика, рыжие. Их папа и мама. Папа вряд ли живой. Их бабушка и дедушка были убиты. Дети, подростки, женщины, старики, живые и мертвые среди этих 101 заложника. Израильтяне обязательно вернут каждого убитого. Они должны быть похоронены. Таков закон. Но сколько из них выйдет живыми? Те, кто выйдут, смогут ли они нормально жить? Вот такой день. Сегодня, 7 октября. Ровно год. Ровно год. 7 октября 2023 года. Когда пришли варвары. Резали, убивали, насиловали. И Ближний Восток снова в огне. Когда я спрашивала израильтян, в том числе профессоров университетов, многие американские, особенно американские левые, считали, что Израиль совершил ошибку, что им не надо было идти в Газу. И мне отвечали, попробуйте понять, Ближний Восток – это не США и не Европа. Это Ближний Восток. И тут уважают сильных. На нас ровно потому и напали и устроили эту резню, потому что решили, что Израиль стал слабым. Конечно, будут написаны книги о том, как могло случиться, что разведка Израиля, несмотря на предупреждения, несмотря на то, что шли данные о том, что явно хамасовцы тренируются, наблюдатели видели, что примерно 22 тысячи боевиков
тренировались и готовились к чему-то. Как могло случиться, что разведка это проморгала? Та самая разведка, которая сейчас проводит одну за другой фантастические операции по уничтожению лидеров Хизбаллы, террористической организации, находящейся в Бейруте и вообще в Ливане. Как могло случиться, что в кибуце Беэре, где вокруг было 5 военных баз, люди ждали спасения 8 часов. У них, конечно же, был небольшой отряд из кибуцников, но до оружия не могли добраться. И, конечно, что могли сделать там 30 или 50 человек против орды хорошо вооруженных людей? Они ждали и говорили, нам надо чуть-чуть подождать, сейчас придет Цахал и нас спасет. А за несколько недель до этого несколько батальонов, армейских батальонов по приказу премьер-министра Нетаньяху перевели на западный берег. Там поселенцы, чтобы защищать поселенцев, которые не помогают точно жить там палестинцам. Конечно, на эту тему будут написаны книги. Но то, что произошло 7 октября, это страшная история, которую евреи всего мира будут еще долго и долго крутить в голове и изживать. Я помню, как в начале 90-х, когда шла война, в Чечне первая еще война, я была тогда в 95-м году, в январе в Грозном. Так вот, чеченцы вывезли своих стариков в горы, а там остались российские старики, в том числе интернат для пожилых людей. Там было довольно много евреев, которые туда были эвакуированы во время Второй мировой войны. И много рассказывали о том, как израильтяне прислали самолеты и всех вывезли. И точно так же вывозили еврейских стариков из Донецка. Один из украинских олигархов, Коломойский, оплатил несколько километров дороги жизни. Платил российским и украинским военным. Для того, чтобы позволили машинам скорой помощи вывести стариков. А тут в Израиле люди же ждали свою армию, своих защитников. Армию, она так и называется, Армия обороны Израиля. Где-то ждали 8 часов, как в кибуце Беэре, а где-то 2 суток, как в Харазе. И это тоже предстоит еще осмыслить и понять. Как понять, что происходит в Газе. Мы знаем, по опросам 80% жителей Газа поддерживали Хамас. Но зная, какой режим был в Газе, понятно, что у жителей Газа не было никаких, собственно, вариантов на какое-то сопротивление. Они абсолютно зависели от Хамаса, который, собственно, потому и победил на выборах, что занимался социальной помощью. Оказалось, что чиновники палестинской автономии были предельно коррумпированы. И те самые миллионы долларов, которые шли от Европейского Союза, десятки миллионов, которые шли из Катара, из Ирана, до людей не доходили. Те самые метро, которые называются, вот эти туннели, которые построены Хамасом, это очень дорогая стройка. И то невероятное количество оружия, которое оказалось в Газе,
Вот это все было оплачено этой помощью Европейского Союза, Организации Объединенных Наций и различных арабских государств. И за многими из ними, за ними стоит Иран. Кстати, сейчас мы узнаем о том, что Россия с помощью того самого Виктора Бута, знаменитого торговца смертью, поставляет хуситам в Йемене, которые бьют по Израилю, поставляет оружие. Точно совершенно поставляет автоматы, но говорят, что поставляет и противолодочные оружие против кораблей. Ну что ж, вот это все нам еще только предстоит понять, осмыслить, пережить. Хотя понятно, что впереди годы войны. И как же счастлив Путин, что сейчас все меньше и меньше пишут о том, как он убивает людей в Украине, и все внимание опять сходится на Ближнем Востоке. Ну вот, на этом все. Спасибо, что смотрите. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Компания тут Балабол-Кинаки оказалась вполне успешной. От канала отписывались его слушатели. Очевидно, в той же степени безмозглости, как и сам Наки. Вот эта ненависть, которая разливается по социальным сетям релокантов или иммигрантов, это, конечно, уже другая, тоже тяжелая история, о которой предстоит и говорить, и анализировать. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Для нас это очень важно. Поддержите нашу работу на Патреоне, на Бутсе. Или присоединитесь к числу друзей канала. Пишите свои комментарии. Не хамите, потому что это тяжелая история, и мне тяжело обо всем этом говорить. Лучше вот воздержитесь и промолчите. Пишите обязательно, где вы нас смотрите, работает ли у вас YouTube, потому что даже вокруг Москвы в одном районе YouTube не работает, а в другом работает. Ну и ставьте лайки, потому что так работает алгоритм YouTube. Если вы хотите, чтобы это видео распространялось по YouTube, то YouTube считывает ваши лайки и дизлайки. Я не думаю, что многие из российских журналистов могут вам рассказать и показать то, что я вам рассказывала и показывала. Ну и, конечно, как всегда, текст будет опубликован на сайте журнала New Times, как и полное интервью того самого анонимного палестинца, чье имя я знаю, но не скажу, с которым я говорила, который сидел под бомбами в Газе. Пока.